Привет всем! Сегодня у нас ролик будет состоять из 3 сюжетов. Первый, разумеется, про кота Вилли. Вот наш красавец лежит в траве. А второй сюжет будет про расчистку фарватера от тростника. А третий сюжет будет про мое общение с утками на пирсе. Как я взываю к их разуму. Итак, начинаем. Котик Вилли. Кота Вилли обязательно посмотрю. У кота сегодня был такой радостный день. Во-первых, я наконец-то купил ему креветок патагонских. Ну, те, которые он любит. Он, когда попробовал, не поверил своим глазам и своим ощущениям. Вот, возвращался 2 раза. Короче, он был в полном восторге. Кроме того, ему сегодня свезло. Была мышь возле озера, полевка водная. Он молодец. А кроме того, пришла ему лежанка. У него в Вене, кто помнит ролики венские, была великолепная лежанка, огромная, которая как раз под его размер, и он там хорошо помещался. Котик у нас не маленький, сейчас он весит около 12 килограмм, и размера такого, со среднюю собачку. Вот, поэтому ему какая попала, любая лежанка не подойдет. Это у нас Австрия, Каринтия, вы видели озеро Асяхьязея. Вот, и пришла лежанка. Сюда мы решили ему взять такую же, и он ее уже опробовал. Весь вечер будет потом лежать на этой лежанке. Короче, у котика сегодня день задался. Вот, поэтому он отправился себе полежать, подумать, понаслаждаться. А я его там подкараулил и сделал такую удачную съемку. Сейчас мы увидим. Вот здесь он кругом защищен. С одной стороны дом, с другой стороны живая изгородь. И он-то лежит, в то же время он что-то наблюдает, что там по дороге. Какие-то звуки. Собака лаяла, опять же. Он был не очень доволен. Соседи через 2 дома приехали, видимо, гости кому-то в аренду сдали или какие-то знакомые, приехали с собакой. Собака довольно большая. И она там регулярно лаяла. Будет другой ролик, я там заснял. Ролик будет про ночных лебедей. И там будет момент, когда собака лает, и лебеди насторожились, повернули голову и тоже слушали собаку. И котик Вилли в это же время тоже. Он был крайне недоволен, какие-то собаки. Вот смотрите, то есть я его так снизу просто поставил камеру на траву. Котик разрешил по поводу хорошего настроения, по поводу креветки, разрешил себя снимать. А вечер он провел на своей лежанке. В общем-то, мне не пришлось ходить, его уговаривать идти домой. Он там по вечерам на крыше, и его хожу, уговариваю зайти домой спать. И я смог спокойно досмотреть фильм. Я смотрел фильм «Довлатов». Давно хотел посмотреть. Впечатления двойственные. Атмосферу хорошо показали, но как-то... И вот этот актер, серб в главной роли, как-то не очень. В общем-то, как-то так. Итак, к следующему сюжету. Что, доска наготове, весло, жилет, все готово. Но смотрим сюда. А тут у нас безобразие. Тут у нас камыш. И уточки. Вот они. Значит, камыш надо убрать. Для того, чтобы убрать камыш, у меня есть такой великолепный прибор. Вот. Итак, приступаем. Там гул, это траву косят. Мы решили сегодня поработать. Все работают. Итак, как это делается? Делается это очень просто. Вот, например. Все. Готово, срезано.
Это не то чтобы слишком трудно, но это и не очень легко. Эта палка достаточно тяжелая. Зазор здесь не очень большой. Вот этот. То есть вот я дергаю, вот. Это такие ножницы. И попадать не всегда получается. Ну, в принципе, работает. А это лучший вариант, чем лезть туда и... Потому что в сапогах сюда уже не залезешь. Ну, у меня, во всяком случае, сапог, которые такие до пояса, таких нету. А в обычных сапогах не залезешь. Ладно, немножко там еще надо. Вот в пределах вот этой границы здесь стричь можно. Здесь, пожалуйста, дальше нельзя. Так, это у меня откуда? Ну, здесь надо тоже все постричь. Вот. Вот это все надо тоже убрать. Тут мы купаться заходим по этим ступенькам. Соответственно, ну и вот некоторая законченная работа. То есть у меня была проблема, что и доску спустить не получалось толком. О, еще одна не обстриженная. Вот. И доску не получалось нормально, потому что камыш мешал. Вот. И на лодке тоже. В общем, все это было лишнее. Ну, сколько там? 10 минут работы, даже меньше, наверное. Ну и фарватер расчищен. А вот там это надо будет уже заходить. Это надо будет с лодки. Потому что там далеко, я там уже не дотягиваюсь. Немножко надо ровно сделать, потому что она постепенно вот захватывает выход весь. Вот. То есть это тоже придется все убирать. Ну, что поделать. Так, утки, привет. Вот наши утки. Чего? Ваш камыш, ваш тростник никто не трогает, вы не переживайте. Я только здесь, где можно. Ладно, все, пойду. Надо теперь все это убрать и на берег. Некоторое пояснение. Вот участок озера под пирсом, вот то пустое место, которое расчищал от камыша, вплоть до вот этих столбов, это все мы арендуем. Мы арендуем у австрийского государства, у экологического ведомства. И платим за это арендную плату. Камыш за пределами вот этой зоны трогать нельзя. Камыш, ну это не камыш, это тростник на самом деле. Вот этот тростник – это защищенный вид. Ну, понятно, потому что там утки, лысухи, другие водоплавающие, гнезда у них. Кроме того, тростник имеет важнейшую роль в плане укрепления берегов. Вот, поэтому вот там, где можно, режем, а где нельзя, категорически не трогаем. Аэрофотосъемка контролирует вот эти вещи. То есть взять там втихаря что-то срезать, ну ты срежешь, потом тебе такой штраф выкатят. Мало не покажется. Так, это уносим. Ну что, утки, вам тоже так приятнее будет, поди. А? Без этого, без тростника-то. Вот, и мне на доске сподручнее. А вот это у меня тут турбина, тут вал. Вот, и сделана такая турбина, которая доску двигает. На зиму смазывал, все равно немножко прикипело. Пришлось вал как бы разрабатывать, потом опять смазывать. Но работает, все работает. Так что погода, дай бог, обещает неделю жаркую. Покатаемся. Так, тут наши тути и фрути на изготовке. А у меня тут корма нет, он в гараже. Надо в гараж идти. Вот так вот. Так что пока на самообеспечении. Вон, идите, травы полно. Траву щипайте. Рыба тоже переживает за горошки. Рыба-то сколько, елки-палки. Ладно, тути-фрути, все, пока. Не до вас, занят я сегодня.
Всю ночь дождь был и с утра. И розы вот красные, которые немножко еще от дождя не отошли. А эти розовые вроде бы нормально. Да, розовые нормально. И желтый там. Желтые очень, очень хорошо разрослись. Сейчас покажу. А вот там у меня желтые. Вот. Желтые пахнут очень хорошо. Вот. Они нормально. Ну, хотя бы дождь прошел хороший. А то уже подсыхать все стало. Думаю, надо подписаться. Ну что, в утке? Горошки будете или как? Ну пойдем. Ну, давай подходи, не бойся. Вот неужто наглости хватит? Ну, хватило. А вот где моя нога там? Вот моя нога. А? Да не бойся. Вот хватило наглости же, а? Ой, больше рассыпаешь, чем съедаешь. Ну, следующий шаг уже с руки будешь есть. Ну, не бойся, на. Ну, она хорошая моя. Бояться пока. Ну. Боится. Ну, что боишься-то? Видишь, ничего не происходит. Да, никто тебя не трогает. Ладно, будем терпеливо будем подходить к вопросу. Да не бойся ты, боится. Вот. Где моя нога? Вот моя нога. Что? Ой-ой-ой-ой. Да эта швабра зашевелилась, сами ее качнули. Грабли эти сами же тронули. Кто нагадил там на пирсе? Кто? О, дождь начинается. Все, пошел я. У котика Вилли, кстати, такой характер. Он у нас котик уже довольно взрослый, поэтому у него уже такое самочувствие хорошее, самоуважение. И он мне продемонстрировал на днях свой характер, свои обидки. Ну, он, как всегда, вечером засиделся. Мне уже было пора спать, идти. Уже было где-то 1 час ночи. Я его позвал, он с крыши спустился, но лег на улице. Лег на улице и смотрел там под воротами. Что-то его интересовало. Я ему: Вилечка, ну пойдем. Ему креветку вынес, показал. Ну вот, креветка, пойдем. Он ни в какую, не хочет и все. А оставить на улице, ночью придет, будет орать посреди ночи под дверью. А я его тогда взял, подошел, на руки поднял, просто занес домой. Ему креветку. А котик обиделся. Он подошел, понюхал, развернулся и не стал есть. Ушел и потребовал, чтобы его пустили там, туда, где он спит. И ушел спать. Хотя утром креветки, конечно, уже не было. Вот такой он у нас котик. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!